Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Я Валерий Табаков, практикующий юрист. Сегодня 16 января 2026 года, 11:05 по киевскому времени. Я обращаюсь к вам с очень тяжелой и важной темой. Речь пойдет о трагическом инциденте в Киевской школе номер 233, который произошел всего 4 дня назад, 12 января 2026 года. Это не просто криминальная хроника, это сигнал тревоги для всего общества. Это зеркало, в котором отражается глубокий кризис, вызванный языковой дискриминацией русскоязычных граждан Украины. Я хочу, чтобы вы дослушали это видео до конца. Тема требует честного и глубокого разговора. Мы пройдем путь от хронологии событий до исторических параллелей, от психологии подростка до юридических последствий и моих рекомендаций. Если вы готовы, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях свое мнение. А теперь все по порядку. Утро понедельника, 12 января 2026 года. Оболонский район Киева, улица Иорданская, общеобразовательная школа номер 233. Это не элитный лицей, а обычная районная школа, где учатся дети из самых разных семей – украиноязычных, русскоязычных, смешанных. Около 8:30, 8:40 ученики заходят в здание, раздеваются в раздевалке, идут по коридорам в классы. Первый урок уже начался. В 8:45 в школу входит 14-летний ученик 9 А класса Никита Соловьев. На вид обычный подросток. Рюкзак за плечами, школьная форма, но внутри рюкзака 2 кухонных ножа с лезвиями длиной около 20 сантиметров. Черная балаклава, которая полностью закрывает лицо, армейская каска и черная футболка с крупной белой надписью «Гитлер капут». Никита проходит в мужской туалет на 1-м этаже. Там он переодевается, надевает балаклаву, поверх нее каску, а поверх школьной рубашки футболку с надписью. Затем выходит в коридор и направляется в свой класс. Дверь класса открыта. Идет урок. Он врывается внутрь. Первая цель – классная руководительница. 39-летняя Светлана Федоровна Олейник. Никита наносит ей несколько ударов ножом. Раны в область живота, правой руки, левого плеча. Она кричит, пытается оттолкнуть его, падает на пол, кровь. Дети в панике, кто-то прячется под парты, кто-то бежит к окну, кто-то кричит «помогите». Вторая жертва – одноклассник Никиты, 14-летний Михаил Семчук. Он сидит за второй партой от окна. Никита поворачивается к нему и наносит множественные резаные и колото-резаные раны. Спина, оба предплечья, плечи, по свидетельствам, не менее 8-10 ударов. Михаил падает, истекает кровью. После этого Никита не убегает из класса, он спокойно возвращается в тот же туалет, где переодевался, баррикадирует дверь стулом и там наносит себе раны
глубокий порез на левой руке и ранение в область живота. Это может быть попытка самоубийства или жест отчаяния, чтобы сказать: «Я дошел до предела, и я хочу, чтобы вы это увидели». Учителя школы действуют быстро и профессионально, все классы заперты изнутри, дети не выпускаются в коридор, чтобы избежать паники и новых жертв, немедленно вызывают полицию, скорую помощь, родителей. Полиция прибывает через 8-10 минут, спецподразделения и медики через 15. Пострадавших выносят на носилках. Светлана Олейник в реанимацию, Михаил Семчук в травматологическое отделение больницы номер 17. Оба проходят сложные операции. Состояние остается тяжелым, но стабильным. Никита задержан на месте, ему 14 лет. Поэтому применяется ювенальная юстиция, но уголовная ответственность наступает. Подозрение предъявлено по статьям 15 «Покушение» и 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины с квалификацией 2 лица. Суд избирает меру пресечения, содержание под стражей на 60 суток с возможным продлением, пока он находится в больнице под охраной. Кто такой Никита? Сын Александра Анатольевича Соловьева, бывшего главного оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Отец уволен в мае 2025 года по неизвестным причинам. Официальная версия. Следствие. В телефоне подростка обнаружена переписка с вероятными представителями вражеских спецслужб. Подразумевается ФСБ России. Дело квалифицирует как возможный теракт или акт, совершенный по мотивам подстрекательства извне. Футболка «Гитлер капут», балаклава, каска. Якобы элементы постановки. Но я, как юрист, предлагаю вам другую версию. Версию, которая не озвучивается в официальных релизах, но которая имеет право на существование. Этот инцидент мог стать трагическим результатом многолетней языковой дискриминации русскоязычных детей в украинских школах. Никита, будучи русскоязычным подростком, мог испытывать постоянное унижение, давление и ощущение второсортности. Принудительная украинизация для него ассоциировалась с нацизмом, и именно поэтому он выбрал футболку «Гитлер капут» как символический протест. Вы называете меня предателем за мой язык, но это вы продолжаете традиции, которые привели к катастрофе 80 лет назад. Давайте посмотрим на реальность языковой политики в украинских школах за последние годы. С 1 сентября 2018 года, закон об образовании 2017 года, и особенно с 16 июля 2019 года, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в школах Украины введен жесткий принцип. Весь образовательный процесс исключительно на государственном языке. Это касается всех уроков, объяснений учителя, ответов учеников, классных журналов, объявлений, школьных мероприятий. Русский язык как предмет изучает всего несколько сотен учеников по всей стране. Это данные Министерства образования и науки Украины 2025 года. В быту, на переменах, в столовой, в разговорах между детьми официально рекомендуется украинский. Нарушение может привести к замечанию, жалобе родителям,
дисциплинарным мерам для учителя. По данным опросов Gradus Research и KIIS за 2025 год, в Киеве 66% учеников общаются на русском на уроках, когда учитель не контролирует, 82% на переменах, по всей Украине 40% и 52% соответственно. Но официально это нарушение. Омбудсмен по защите государственного языка Елена Ивановская в ноябре 2025 года заявила: потенциал добровольного перехода на украинский исчерпан. Она даже предлагала радикальные меры – отменить перемены или ввести надзор за языком общения детей на территории школы. Конкретные примеры из 2025-2026 годов. Январь 2026. Скандал в частной языковой школе Helen Doron English в Киеве. Руководительница отделения Елена Серебрякова сделала замечание детям на русском. Родители попросили перейти на украинский. В ответ она закричала: «Вы нацисты! Это нацизм!» Ее отстранили от управления, оштрафовали по протоколу языкового омбудсмена. Ноябрь 2025. Исследование в киевских школах выявило: учителя жалуются, что дети не знают украинских слов, не могут нормально отвечать. Родители говорят обратное. Ребенок боится поднять руку, потому что акцент или ошибки в произношении. Январь 2026 зарегистрирован законопроект 14361 о запрете использования русского языка как языка обучения даже в частных школах и детских садах. Омбудсмен поддержала. Это вопрос национальной безопасности, по ее мнению. В моей личной практике за 2025 год более 40 обращений от родителей русскоязычных детей. Один из случаев. Учительница в школе на Подоле систематически ставила двойки за правильные ответы, если они были даны на русском. Другой случай. Мальчика 12 лет заставляли переписывать диктант на украинском, хотя он не знал грамматики. В школе номер 233, по словам родителей, с которыми я общался анонимно, подобные ситуации были регулярными. Учителя делали замечания за русский на уроке, вызывали родителей, ставили в пример патриотичных детей. Никита мог быть одним из тех, кто постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. Постоянный стресс, унижение, ощущение, что твой родной язык – это что-то постыдное. Теперь самый сложный и болезненный блок – история. Почему 14-летний подросток выбрал именно футболку «Гитлер капут»? Почему он связал принудительную украинизацию с нацизмом? Давайте обратимся к фактам, а не к пропаганде. Организация украинских националистов ОУН в 1930-е годы установила контакты с немецкой военной разведкой Абвером. Они видели в нацистской Германии союзника против Польши и Советского Союза. ОУН получала от немцев оружие, деньги и тренинг. 22 июня 1945 года Германия напала на СССР. Уже 30 июня 1941 года во Львове, который заняли немецкие войска,
ОУН фракции Степана Бандеры, ОУН-Б, провозгласила акт восстановления украинской державы. В тексте акта прямо сказано: восстановленная украинская держава будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе. Батальоны Нахтигаль и Роланд, сформированные из украинцев, входили в состав вермахта и участвовали в захвате Львова. Украинская вспомогательная полиция Шуцманшафт активно участвовала в погромах и Холокосте. Самый страшный пример – Бабий Яр в Киеве. 29-30 сентября 1941 года расстреляно 33 771 еврей при участии украинской полиции. Но сотрудничество быстро закончилось. Нацисты не поддержали идею независимой Украины. Уже 5 июля 1941 года арестовали Ярослава Стыцко, премьер-министра провозглашенного правительства. 9 июля Степана Бандеру. Бандеру держали сначала в Берлине, потом в концлагере Заксенхаузен до сентября 1944 года. Его братья Андрей и Василий погибли в Аушвице. С 1943 года Украинская повстанческая армия УПА начала партизанскую войну против немцев. Нападения на тылы вермахта, диверсии. Одновременно УПА вела кровавую борьбу против польского населения. Волынская резня 1943-1944 годов, до 100 тысяч жертв, и советских партизан. Эта история двойственная. Для части украинцев ОУН-УПА – герои борьбы за независимость против двух тоталитарных режимов. Для русскоязычных, для поляков, для евреев, для многих в мире это коллаборационизм с нацистами в начале войны. В современной Украине Степан Бандера для некоторых официально признанный герой. Звание Героя Украины ему было присвоено в 2010 году, потом отменено. Но символика жива. Проходят марши с факелами в его честь. Есть улицы его имени. Учебники акцентируют борьбу УПА против СССР. А сотрудничество 1941 года часто замалчивается или оправдывается. Для подростка, вроде Никиты, если он читал альтернативные источники, слушал родителей или смотрел видео в интернете, украинизация в школе – это не просто смена языка, это навязывание бандеровской идентичности, которая для него равна нацизму. Футболка «Гитлер капут» – это горькая ирония и протест. Нацизм был побежден в 1945 году, но вы пытаетесь возродить его через языковое принуждение и унижение тех, кто говорит по-русски. Никите 14 лет. Это возраст, когда формируется идентичность, когда человек особенно уязвим к унижению и отвержению. Добавьте к этому полномасштабную войну с 2022 года, сирены, взрывы, страх смерти, потеря друзей, эвакуация, новости о погибших. Дома русский язык – это единственное безопасное пространство, связь с семьей, с культурой. В школе
постоянное давление. Говори по-украински, это государственный язык, ты должен быть патриотом. Если ошибаешься в произношении, смех одноклассников. Если отвечаешь на русском, замечание учителя, вызов родителей, плохая оценка. По данным психологов, исследования КИИС и Разумков Центр 2025 года, более 60% подростков в Украине имеют признаки посттравматического стресса. Для русскоязычных добавляется еще один слой. Ощущение, что твой язык – это предательство. Это приводит к депрессии, агрессии, чувству несправедливости. Возможный сценарий для Никиты. Учительница Олейник систематически поправляла его, заставляла переспрашивать на украинском. Одноклассник Семчук мог насмехаться или стучать учителю. Никита чувствовал себя изгоем. Война добавила ненависти. Русский язык, по мнениям многих, это язык оккупантов. Он ищет объяснение своему гневу и находит историю 1941 года. Они сотрудничали с Гитлером, а теперь заставляют нас говорить, как они. Футболка «Гитлер капут» становится для него символом. Вы новые нацисты, но вы проиграете, как проиграл Гитлер. Это не оправдание преступления, это попытка понять, почему 14-летний ребенок дошел до такого. С точки зрения права, если будет доказана связь инцидента с языковой дискриминацией, то ответственность несет не только подросток, но и система. Статья 24 Конституции Украины говорит, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам языка. Статья 161 Уголовного кодекса – разжигание вражды или дискриминация по языковому признаку. Закон об образовании и закон о языке обязывают использовать украинский, но не допускают унижения или дискриминации. Школа номер 233 и Министерство образования и науки Украины могут быть привлечены к ответственности за создание условий, которые привели к трагедии. Гражданский иск о компенсации морального вреда пострадавшим и семье Никиты. Мои рекомендации: провести независимое расследование, опросить всех учеников 9 класса, проверить журналы замечаний, поговорить с родителями, отменить принуждение к украинскому в бытовом общении на переменах и в неформальной обстановке, ввести модель двуязычия в школах Востока, Юга и крупных городов, где русский родной для большинства, организовать обязательную психологическую помощь в школах не только после трагедий, а постоянно, пересмотреть языковые законы с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и ООН, продвигать украинский, но не ущемлять права русскоязычных. Друзья, этот инцидент не случайность, это результат многолетнего накопления несправедливости. Дискриминация порождает отчаяние, отчаяние порождает насилие. Если вы или ваши дети сталкиваетесь с языковой дискриминацией, пишите мне в личное сообщение на почту. Я помогу составить жалобу, подать в суд, защитить ваши права. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, нам нужно говорить об этом открыто, пока не стало поздно. С вами был юрист
Валерий Табаков. Спасибо, что были со мной до конца. До новых встреч.